Всем привет! И вы на канале Кинорассказ. Сегодня у нас на кратком пересказе фильм «Покорители волн». Погнали! Фильм основан на реальной истории Джея Мориарти, родившегося 16 июня 1978 года в штате Джорджия, США. Мальчик по имени Джей любит волны, и он умеет их засекать. Определить, в какой момент будет самая большая волна. Вот он стоит на рифах и считает. Но его подруга Ким просит его вернуться, иначе они промокнут. Ким устала упрашивать друга, и она идет играть с собакой Софи, но спотыкается и роняет мяч, который прыгает вниз к воде. И чтобы спасти Софи, Джей бросается ее спасти от волн. Он успевает выбросить мяч в сторону и спасает собаку, но его самого сносит огромной волной, и она затягивает его в воду. Его спасает серфингист Фрост. Пока они едут в машине, он узнает у Джея, как он необычно засекает волны, чему он крайне удивляется. У Фроста есть жена и 2 ребенка. Он обманывает каждый раз, когда катается на доске. Жена понимает, что это опасный спорт, поэтому запрещает. Джей хоть еще и ребенок, но он ведет себя как взрослый. Отец отправился на службу, у матери проблемы с работой и личной жизнью. Поэтому ему приходится быть мужчиной и помогать матери. Отец оставил ему письмо, но он его не вскрывает. На следующее утро Джей заделывает свою старую доску и приходит к Фросту, чтобы попросить у него рокер. Встречает его жену, и тут она узнает, что ее муж не был у друзей, а ловил волну, о чем она и так догадывалась. Она помогает Джею с доской, и он отправляется ловить волны. Учиться кататься. Первый раз был неудачным, и Джей разбивает губу. Там он знакомится с мальчиком по имени Блонд, который помогает Джею вовремя встать на доску. И тут у него все получается. Фрост улыбается с берега. Спустя 7 лет Джей превосходный серфингист, и он стремится быть еще лучше. Когда Джей возвращается домой, он видит мужчину, нападавшего на его мать, и требующего плату за жилье. Джей его вышвыривает. Джей замечает Фроста на фургоне и незаметно цепляется сзади. По прибытии Джей из укрытия наблюдает за ним и его друзьями. Тут он видит, как Фрост покоряет гигантскую волну и выдает себя. Фрост ругает Джея и объясняет, что такие волны покорили только они. Он занимается серфингом уже 20 лет, а у него недостаточно опыта и сил, хоть он и ловит волны на порядок лучше других. Но с мавриками ему не справиться. Джей просит его научить, но Фрост отказывает. Потому что необученные мальчишки не выходят на бой с Майком Тайсоном. Вот почему. Жена слышала их разговор. Она встречает мужа и говорит. Джей всю свою жизнь подражает тебе. Бывают сыновья по крови, а бывают по духу. Джей и его друг Блонд работают в пиццерии. Во время работы приезжает Фрост. Джей срывается и получает положительный ответ от Фроста. Он его всему научит. На подготовку идет 12 недель, тренировки каждый день. Также мама Джей должна подписать бумагу о снятии Фроста с ответственности. Джей пробирается к Ким и просит ее подделать бумагу. Ты можешь написать мне разрешение с подписью моей мамы? На следующий день Джей приезжает к Фросту на тренировку. Он должен преодолеть отметку в 36 миль и задержать дыхание на 4 минуты и более. Джей помечает свои успехи на бумажной доске. Также Фрост просит Джея написать отчет. Жена снова просит Фроста перестать заниматься серфингом ради детей и будущего. Но ты должен по-настоящему пообещать на этот раз, что из любви к этим волнам ты не будешь рисковать будущим своих 2 детей. Фроста с Джеем отправляются на волны побольше. Фрост объясняет, чтобы добраться до гигантских волн, нужно проплыть не меньше километра. Но чтобы это сделать, нужно плыть через скалы, потому что они как подъемник для горнолыжника. Джей встречает Ким, они пробираются на чужую территорию и плавают вместе. К ним присоединяется Блонд. Джей приносит отчет Фросту и приглашает его поесть. Читая его за семейным ужином, он недоволен, что он написал совершенно не о том. Джей парирует тем, что Фрост не говорил конкретно, о чем писать. Фрост повторно просит написать отчет, теперь наблюдая за волнами. Джей откладывает деньги, чтобы купить радио, как у Фроста, чтобы точнее засекать волны. Он все откладывает письмо отца. Он помогает Фросту сделать ремонт на кухне. Фрост принимает отчет у Джея. На очередной тренировке Джей увидел акулу и запаниковал. Фрост объясняет, что 12-метровые волны куда страшнее.
Нужно научиться не паниковать, потому что паника – верный путь к смерти. Джей приглашает Ким вместе провести время. В это же время он просит подменить на работе своего друга, и он в спешке роняет свой дневник. На новой тренировке Фрост объясняет, когда вовремя остановиться, находясь под водой. Если зажимаешь пятый палец, ты явно пересидел, и нужно вылезать. Джей замечает сильный прилив. Фрост объясняет, что это из-за тропических ураганов из Японии. Они принесли волны высотой с пятиэтажное здание в 83-м. Это может случиться и сейчас, поэтому Джей должен быть готов. На следующее утро Джей встречает Блонда и своих ненавистников на скейт-площадке. Он понимает, что друг его предал. И весь его дневник с секретами был прочитан. И теперь все в курсе о Мавериках и о том, что ему нравится Ким. Джей приходит к Фросту, и он говорит Джею, что если ему не хватает смелости прочитать письмо отца, значит и Маверики он покорить не сможет. На что ты даже не можешь взглянуть, потому что боишься. Это то же самое, что в том письме, которое ты боишься открыть. Раздается крик. У супруги случился инсульт, и она умирает. Джей пытается поддержать его, но он никого не хочет видеть. Утром Джей приходит к Фросту и видит оставленный включенный телевизор с записью. Джей понимает, что он снова в воде, и плывет к нему по течению. Когда он до него доплыл, то начинает говорить, что не надо сдаваться. Ему уже на половине пути. Она все, что у меня было. Самое лучшее в жизни. И они стали преодолевать 36 миль вместе. Джей снова тренируется и в бассейне зажимает четвертый палец. Он достиг цели. Фрост знакомит его со своей командой и демонстрирует его выдержку и способности. Фрост получает одобрение от команды, что Джей готов. Ким приходит к Джею и говорит, что любит его и хочет провести с ним жизнь. Настает время Мавериков. Джей готовится с мыслями, смотрит на письмо отца. Он готовит письмо Фросту. Рано утром он получает звонок от Фроста, что пора. Мать остается дома. Главное, чтобы он вернулся домой. Куча людей пришли посмотреть на Маверики. Джей спрашивает Фроста, будет ли он с ними, но он говорит. Я должен, наконец, сдержать свое обещание. Один из друзей Фроста думает, что волны слишком крутые, и Джей не потянет. Ким переживает. Фрост говорит, что любит Джея, несмотря ни на что. Неважно, будет он покорять Маверики или нет. Но цель есть цель, и он идет в воду, но перед этим отдает письмо Фросту. И тут Джей видит огромную волну. Он встает на доску и падает. Его засасывает волной. Он оказывается под водой, и Фрост начинает зажимать пальцы. Ким на нервах, но он справляется и выныривает. Джей просит подать доску. Останавливаться он не собирается. В глазах своих врагов он обретает уважение. Фрост читает письмо, и там он признается, что прочел письмо отца. Он не знал отца, зато теперь он знает, каким он должен быть. Фрост, Ким и все, кто это видит, ликуют. Фрост обнимает Джея. Спустя 7 лет Джей погиб во время фридайвинга на Мальдивах в возрасте 22 лет. Всем спасибо за просмотр, не забудь поставить лайк этому ролику, если он тебе понравился, и посмотри этот фильм, потому что он действительно потрясающий. Пока!